Друзья, давайте нарисуем подснежники. Эти маленькие, но очень смелые первые весенние цветы не боятся мороза, ветра, холода, снега и пробуждаются, чтобы объявить нам о приходе долгожданной весны. Приготовьте гуашь, воду, кисти, палитру, салфетки. Покрываем белилами наш лист бумаги, грунтуем поверхность, рисуем сугроб синей, голубой краской и в центре листа рисуем проталинку теплыми красками земли, охрой, коричневой, белилами. Заполняем цветом задний план. Используем синий, фиолетовый, голубой. Выбираем те оттенки, которые вам созвучны. Заполняем воздухом наш лист. Добавим холодные оттенки в нашу проталинку. Зима борется с весной. Кто победит? Краски смешиваются, разговаривают между собой прямо на листе. Образуются новые оттенки. Я беру кисточку с щетинным ворсом, очень жесткую, упругую, смешиваю на палитре белила с разными оттенками синего цвета и набиваю вокруг проталинки снег. Приготовим такой теплый островок для наших будущих подснежников. Еще очень холодно, морозно, но солнышко растопило маленький кусочек земли. По краю еще очень холодный белый снег, а внутри уже рождается жизнь. На палитру выкладываем белила и все оттенки зеленого: изумрудный, темно-зеленый, светло-зеленый. Смешиваем краски и рисуем самый первый, самый смелый листок. Он как стрела, как копье, поднимается вверх к солнцу стремительно, смело. Рядом появляются такие же смельчаки, которые не боятся холода и мороза. Листья у подснежников острые, тонкие, как травинки. Используем все цвета нашей палитры. Темно-зеленые, светло-зеленые. Подмешиваем сюда еще синий цвет, чтобы показать глубину и тень. Листья наши выросли. Теперь наметим точечками, вот такими бусинками-горошинками, места, где появятся венчики белоснежных подснежников. Здесь они распустят свои прекрасные лепестки. А теперь тоненькими линиями соединим чашечку цветка со стеблями или цветоножками, или цветоносами. Высота стеблей разная. Некоторые высокие, некоторые пониже. Это растение с характером. Невысокое, тонкое, незащищенное, очень нежное создание природы. Если вы встретите это чудо в лесу, рассмотрите, насладитесь ароматом тонким, полюбуйтесь грациозностью линий, не срывайте. Вы можете нарисовать, сфотографировать, полюбоваться, запомнить эту встречу, рассказать о ней своим знакомым. А сейчас я советую вам поменять воду. Мы будем рисовать нежнейшие лепестки, самую главную красивую часть подснежников. Давайте полюбуемся совершенством форм. Какая красота и нежность! На палитре мы смешиваем белила и немножко добавляем голубого или сиреневого и рисуем лепестки. 1 или 2 лепестка. Мазочки идут от кончиков лепестков к центру нашей чашечки. Поворачивайте кисточку, чтобы вам было удобно.
Некоторые цветы раскрыты, некоторые готовятся раскрыться, еще в бутонах. Добавляем голубой краски, работаем не чистыми белилами, а голубоватым или сиреневым цветом. Формируем цветок аккуратно, не спеша. Поворачиваем кисточку, чтобы было удобно. Старайтесь сделать остренький кончик у лепесточков. Краска немножко смешивается. Кажется, прозрачными лепестки. Я добавила еще несколько цветов там, где их не было, и дорисовала стебли. Рисование очень творческий процесс. Можно остановиться, проанализировать, посмотреть, что нужно добавить. Может быть, листьев, может быть, цветов. Не спешите, посмотрите. Кстати, вы можете рисовать в любой технике, любыми художественными материалами. Это может быть и акварель, и цветные карандаши, и фломастеры, пастель, глина или даже пластилин. Это может быть все, что угодно. Ваш любимый художественный материал и ваша любимая техника исполнения. Чистым белым цветом мы завершаем работу. Добавляем недостающих лепесточков в наши венчики подснежников. Прорабатываем хорошенько каждый цветок. Еще подсыпем снега, хрустящего, пушистого, холодного, морозного. Остались последние штрихи, и работа подходит к концу. Друзья, истинное удовольствие порисовать подснежники в конце зимы, в начале весны. Вы еще успеете, обязательно попробуйте. Срывается белый, холодный, пушистый снег, но весна смело идет к нам в гости, и мы с нетерпением ждем ласкового солнца, теплого ветра, который она нам подарит очень скоро. Предлагаю вам посмотреть, как рисовали подснежники ребята студии «Живые краски». Получается реально. Я чувствую ритм. Я думала, что ты музыкант. Нет. Вот такая получилась у нас весенняя история. Мы вас очень благодарим за то, что вы были вместе с нами. И если вам понравилась наша встреча, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарии, обязательно порисуйте. Подписывайтесь на наш канал. Давайте рисовать, творить, дружить вместе. До новых встреч, друзья. До свидания.